Количество штрафов за дискредитацию армии РФ уменьшилось после введения этой статьи. Суды оштрафовали россиян в сумме почти на 200 миллионов рублей. С начала текущего года штрафы наложили на почти что 1300 россиян. В общей сумме в этом году им выписали штрафов на 42 миллиона, тогда как к концу прошлого года эта сумма превысила 150. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Молодая супружеская пара погибла во время ночного обстрела Запорожья. Дуже шкода тих людей, які загинули. Тому що постраждали дуже молоді люди. Взрыв в больнице в секторе Газа. Хамас обвиняет Израиль. Цахал представил доказательства, что это была ракета боевиков. Они дошли до того, что преувеличили число жертв. Они с абсолютной уверенностью поняли, что это была ракета, выпущенная боевиками исламского джихада, которая дала осечку и повредила больницу. Анализ наших аэрофотоснимков подтверждает, что прямого попадания в госпиталь не было. Путин совершил второй вояж в другую страну. Договаривается о мире с Си Цзиньпином. Пекин – тот город, где ФСО точно может гарантировать, что Владимир Путин будет в полной безопасности и все будет происходить так, как хочется российским спецслужбам. Друзья, для начала о наболевшем. Все просят лайки, и я не буду исключением, ведь для команды Нехта очень важна ваша поддержка. Ваша активность говорит Ютубу о том, что мы вам интересны, и это очень помогает продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. В результате ночного обстрела Запорожья погибли 2 человека, 3 ранены, а еще 3 ищут под завалами. Такие данные известны на момент записи выпуска. Ракета попала в жилой дом в центре города. Российская армия нанесла по Запорожью 6 ракетных ударов около 2 часов ночи. Местные власти сообщают, жителям поврежденного дома предоставят временное жилье. 6 прильотів, 3 вже ми знаємо де, вже зафіксовано. Немає у нас поки, крім цього будинку, інших поранених чи травмованих. І також немає руйнування критичної інфраструктури. Тому ще інші обстріли, які були, також ми продовжуємо шукати, куди вони прилетіли. Позже стало известно, что в этом доме погибла молодая семья, им было по 23 года. Жительница дома, куда попала ракета, рассказала, что молодая пара жила вместе с родителями мужчины. После обстрела отец пытался реанимировать сына, но безуспешно. Мать погибшего парня в больнице. Дуже шкода тих людей, які загинули. Тому що постраждали дуже молоді люди. Ви знайомі були з ним? Так. Ми сусіди, ми всі гарно спілкувалися, повністю. Це дуже страшно. Этим утром досталось Днепропетровской области. Войска РФ обстреляли частные дома в Днепровском районе. В поселке Обуховка повреждены частные дома, автомобили и газопровод низкого давления. По данным областной власти, 1 человек погиб, а еще 4 ранены. По уточненной информации, в Днепровском районе 4 пострадавших. Это женщины 56, 65 и 75 лет и 35-летний мужчина. 3 из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Погибла 31-летняя женщина. Искренние соболезнования родным. Повреждены 8 частных домов, авто, газопровод. Обследование территории продолжается. Появились спутниковые снимки атакованного ракетами «Атакамс» аэродрома в оккупированном Бердянске. Видно, что сгорели 5 вертолетов. Тем временем «Нью-Йорк Таймс» пишет, США передали Украине всего около 20 ракет «Атакамс». Тайно. Опасались, что россияне атакуют оружие в момент доставки. Они имеют ограниченную дальность, но этого хватит, чтобы достичь основных российских баз. Ракеты представляют собой кассетный боеприпас, который сбрасывает 950 небольших бомб, которые способны нанести ущерб на большой территории. Дякую усім, хто воює і працює заради України. Дякую усім, хто допомагає. І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються дуже влучно. Атакамси себе показали. Более 500 человек могли погибнуть во время взрыва в баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Трагедия произошла накануне ночью. Палестина обвиняет Израиль. В свою очередь, армия обороны Израиля возложила ответственность за запуск ракеты по больнице на исламский джихад.
Цахал утверждает, что взрыв в больнице в Газе произошел из-за неудачного запуска ракеты. Незадолго до взрыва в больнице Хамас публиковал сообщение о запуске по израильской Хайфе, но ракеты до города не долетели. По данным нашей разведки, Хамас проверил сообщение, понял, что это была ракета исламского джихада, которая дала осечку, и решил начать глобальную кампанию в СМИ, чтобы скрыть то, что произошло на самом деле. Они дошли до того, что преувеличили число жертв. Они с абсолютной уверенностью поняли, что это была ракета, выпущенная боевиками исламского джихада, которая дала осечку и повредила больницу. Анализ наших аэрофотоснимков подтверждает, что прямого попадания в госпиталь не было. Армия Израиля предоставила и доказательства того, что Цахал не наносил ударов по больнице в Газе. На кадрах последствий взрыва на территории больницы, которые демонстрируют израильские военные, не видны воронки от авиационных бомб. Вместе с тем на фотографиях последствий бомбардировок израильскими боеприпасами заметны воронки. В среднем около 30 и более процентов ракет, которые выпускаются из Газа, они не долетают до Израиля, и они разрываются в Газе, они падают на территории Газа. И так было и в 2022 году, там был инцидент, когда тоже обвинили Израиль, но потом все-таки это как-то свернули, потому что, видимо, были более такие вот жесткие доказательства того, что это их собственная ракета, да и погибло меньше людей. Кстати, насчет того, опять же, как бы сколько людей погибло, в течение получаса после атаки на ракеты уже появилась информация, что погибло 500 человек. Как можно в течение получаса подтвердить, что погибло 500? Или 800, или 200, да, то есть это все то есть можно сказать, что есть огромное количество раненых и погибших, но вот с такой точностью подсчитать их это очень сложно. Взрыв в больнице Газа спровоцировал массовые демонстрации в поддержку Палестины в 14 странах возле посольств Израиля, в Иордании и Турции, а также на западном берегу реки Иордан начались беспорядки. На акцию протеста также вышли жители Ливана, требуя, чтобы Хезболла присоединилась к войне против Израиля. Практически везде митинги переросли в столкновения с полицией. Особенно жаркой была ночь в Стамбуле, Анкаре, Аммане, Тегеране, Триполи и Бейруте. Также акции прошли ночью и в Берлине, и Барселоне. После инцидента Иордания отменила запланированный 18 октября четырехсторонний саммит по ситуации в секторе. Там должны были присутствовать президент США Джо Байден, король Иордании Абдалла II, президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси и глава палестинской администрации Махмуд Аббас. Байден сегодня с официальным визитом в Израиле и все-таки надеется на контакт. После консультаций с королем Иордании Абдаллой II и в свете траура, объявленного президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом, президент Байден отложил свою поездку в Иорданию. Он надеется на скорые личные консультации с этими лидерами и договорился в ближайшие дни поддерживать с ними регулярные прямые контакты. Совет национальной безопасности Израиля рекомендовал гражданам страны срочно покинуть Турцию из-за угроз терактов. Президент Реджеп Таyyip Эрдоган осудил атаку на больницу в Газе и возложил ответственность на Израиль. Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Газе. Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня, чтобы смягчить эти эпического масштаба страдания людей. Слишком много жизней потеряно, и судьба всего региона висит на волоске. Самолет канцлера Германии перед вылетом из Израиля эвакуировали из-за ракетной опасности. Олаф Шольц находился с визитом в стране и должен был вылетать, когда началась тревога. Всем пассажирам пришлось выйти из самолета и лечь на землю. Шольца отвезли на машине в здание аэропорта, где есть укрытие. Во время визита канцлер Германии выразил поддержку народу Израиля. Мы чувствуем ужасное горе всех израильтян, чьи родители, братья, сестры и дети погибли в результате этого варварского нападения. Мы разделяем невыносимую тревогу всех тех, чьи члены семей были жестоко похищены.
Важно, чтобы весь мир это понял. Ответственность за находящихся в Газе мирных жителей, как за похищенных людей, так и за людей, которых там держат силой, граждан нашей страны, граждан десятков государств и палестинских мирных жителей. Эта ответственность лежит исключительно на плечах военных преступников Хамас. Они совершают двойное военное преступление, нападают на мирных жителей и прячутся за их спинами в качестве живого щита. Весь мир должен осудить это и поддержать Израиль в его справедливой войне. Но в Китае проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина. Подписание каких-либо итоговых документов не планируется. Встреча проходит в Пекине в рамках международного форума «Один пояс, один путь». На церемонии открытия Путин поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение и назвал его дорогим другом. Объявил, что Москва и Пекин достигли объема товарооборота в $200 миллиардов и пригласил заинтересованные страны принять участие в развитии Северного морского пути. Владимир Путин, похоже, ездит помимо тех мест, где его не могут арестовать по иску Международного уголовного суда, только в те места, где ФСО может точно гарантировать, что по их нормам и их протоколам Владимир Путин находится в безопасности. Вы помните, как Патрушев и прочие люди говорили о том, что американцы собирают разные биологические образцы россиян, в том числе, судя по всему, высшего руководства. И, например, в Нью-Дели, куда Путина звали, куда он мог вполне поехать на 20-ку и быть на представительном международном форуме, где были и западные лидеры, он не поехал, насколько мы знаем, скорее всего, именно из-за этих опасений. Пекин — тот город, где ФСО точно может гарантировать, что Владимир Путин будет в полной безопасности, и все будет происходить так, как хочется российским спецслужбам под их полным контролем вместе с китайскими партнерами. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!